захотелось поехать поесть морепродуктов. А надо успеть до заката, потому что все кафешки вот эти на Джимбаране, куда мы собираемся, они находятся на пляже. И в этом весь кайф, что ты кушаешь и наблюдаешь закат. Осталось полчаса, нам надо успеть заехать в банкомат и успеть доехать до Джимбарана. Так внезапно собрались, что я даже волосы не высушила, поеду как мокрая курица. Надеюсь, что мы очень вкусно покушаем. Я очень хочу креветочек, таких больших в соус, таких макати. Вкусненько. На самом деле очень странно, почему на Бали не в каждой кафешке есть морепродукты. Например, здесь в Семенике, где мы живем, в Чингу, далеко не в каждом заведении есть морики. Вот, но именно на Джимбаране там рыбный рынок, и там их просто очень-очень много. Например, стоят такие аквариумы, и убивают, жарят и подают. На самом деле давно хотели туда съездить, но то желудки у нас болели, и понятно, что морепродукты было кушать вообще не вариант. Плюс у меня немножко был еще страх, у меня же в России перед отъездом отек линги был, и, возможно, это было на морепродукты, вот, поэтому я еще боялась. Сейчас вроде что-то меня подотпустило, думаю, да не, нормально, так что сейчас поедем тестить. Потому что креветки я уже, в принципе, много раз ела на Бали, и все нормально, с лицом все хорошо. Рыбу тоже кушала, поэтому поедем сейчас свежачка поедим. Вот. Жалко, конечно, что Джимбаран далековато от нас. Ну, как далековато? Ну, 25-30 минут примерно ехать. Если пробки, то, наверное, еще подольше. Здорово, если бы здесь у нас в Семенике, прям на пляже были такие же кафешки, и мы могли бы в любой день, в любой вечер, когда нам приспичит, пойти и вкусно поужинать, красивый закат понаблюдать, проводить солнышко. Так выглядят банкоматы. А это наш любимый Принц, где мы все время завтракаем. То место, которое я все время вам показываю. Вот так продается, например, у нас газ. У них дома газ не проведен, и поэтому все покупают такие баллоны. Такая тут красотишка. Идешь как по парку. По бокам тут отели справа. Слева обычно всякие бич-клабы. Заката, походу, сегодня не будет. Очень облачно. А? Можно было в следующий вход пойти? В общем, когда-то мы жили на этом пляже и купались здесь, и нам казалось, что тут так прикольно. А сейчас уже нет. Я тут не хотела ни купаться, ни жить. Очень тут, конечно, скучно. Единственный плюс для меня конкретно в этом районе — это вот эти кафешки пляжные. Жалко, что сегодня нет заката, что его не посмотреть. А так вот все сидят вот впереди. Столики выставляют на пляж. И все сидят, провожают закат. Это очень классно. Самолетики взлетают. Оп. И видно... Это что, Агун так далеко видно? Вернее, так близко, вот. Или что это за город? Че, мы в Минегу идем? Вот мы в ней были, мне кажется, мы были еще в Белла Сиафуд, вот это, Сифуд. Пойдем в Мини. А, вот мы еще в НБЦ вот в этом были. Русских очень много в Чингу. Вот там это просто вообще... Где не пойдешь, куда ни плюнь, везде есть русские. Тут местные из Джакарты прилетели на праздники и китайцы. А что-то в НБЦ вообще никого нет. НБС, как правильно, не знаю. Ну тут прям жестко много народу, значит тут вкусно. Но столов, походу, нет свободных. Да. Hello. Hello. How are you? I'm fine, thank you. Here. Ya depan bisa, nanti ada bikinnya depan. Mana di sini? Ini ya. Вот с таким видом будем ужинать сейчас. Мы идем смотреть морепродукты, сейчас мы будем выбирать их, и потом нам их зажарят и приготовят. Это Ваян, он нас будет сегодня обслуживать и выберет нам самую вкусную рыбку.
You like this one? Какая тебе нравится? Они какие-то одинаковые. Может, вот это вот? Да? Не знаю, что весит. От Bedanya cuma di apa namanya di 0,5 sekian gitu. This one? Apalagi Sure, sure. Only Red Sniper. Yeah, this one also. Ну там, окей. This one. Yeah. lobster ya. Окей. And King Prawn. King prawn. Yeah. So big and small. King King. is jumbo. This? Jumbo. 1 kilo. Different sizes. This one. Yeah. А зачем? Okay. 1 kilo ya. Окей. Please, no spicy, окей? Oke. No surprise. Надеюсь, что спайси не будет. Вот наш номер стола. Сейчас нам все приготовят и принесут. Мы точно здесь были, с Кириллом шли, разговаривали. Мы сидели тут за столиком с друзьями. Мы тогда первый раз прилетели на Бали. И это, по-моему, первый или второй вечер был. Мы здесь сидели, пили и вкусно ели. Ох, весело было. Вот. Ну, конечно, прикольно сидеть здесь на пляже, потому что тут более так атмосферненько. Обратите внимание, очень-очень много местных китайцев, корейцев, но вообще не вижу русских. Вообще. Вообще европейцев не вижу. Нет, вот и европейский мальчик. Светленький. Очень, конечно, атмосферненько. Тут обычно, когда стемнеет, начинают ходить музыканты. Они играют на инструментах, такую всякую романтичную музыку, не знаю, русские песни. Прям классненько получается. В прошлый раз... Ну, пробуем. В прошлый раз, когда мы здесь ужинали, они подошли, играли такую романтичную песню, прям вот просто вообще аж слезки на глаза накатывались. Вот. Классно, они молодцы. Вот им прям хочется дать на чай, их поддержать, потому что они действительно очень хорошо поют. А вот те, кто на дорогах ходит, тринги-бренди, это вообще не то. Супер. Красота. It's a good glass. Yeah. Like me. Круто. There's your rice. And here's traditional sauce garlic. And the red sauce. And the mata sauce. Thank you so much. Is there anything else I can do for you? Нет. And побольше, видишь, они там 3 целых. Да, я извиняюсь за плохое качество, но уже темно. Вот, что-то мы погорячились с рыбой. Мы взяли килограмм креветок, да, килограмм рыбы. Что мы креветками уже практически наелись. Это, конечно, очень вкусно. Это не креветочки в салате, вот эти, которые кладут вот такие штучки. Это прям такие, king size. Очень вкусненько. Я не знаю, как мы будем доедать рыбу. Но я уверена, что если мы ее возьмем с собой домой, то ничего мы потом не съедим и только выбросим. Поэтому будем сейчас набивать живот до отвала. В общем, да, я хотела сказать, в общем и целом, как говорит Щербаков. В общем и целом, как говорит Щербаков, счет у нас получился около 2500 рублей. Но я считаю, что цена адекватная, потому что мы объелись, было очень вкусно. Ну и что, никаких денег за вкусно не жалко. Поэтому всем рекомендуем приезжать на Джимбара и есть морепродукты именно здесь. Ну все, мы поужинали, надели маски, потому что только что увидели полицейскую машину. Кирилл показал, что на нас очень чётенько посмотрели. Не будем рисковать, штраф мы не хотим. Сейчас поедем домой спать. Очень было вкусно. Ножки немножечко такие ватненькие стали после пивасика. Думаю, мы обязательно вернемся сюда, потому что цены, в принципе, приемлемые. И проще, наверное, даже здесь покушать в кафе,
чем купить в магазине и самим приготовить, потому что плюс-минус выходит одно и то же. А тут за тобой поухаживали, все тебе на огне сделали, а дома что? Дома только на плите готовить. Народу, кстати, очень много, прям там некоторые, будь здоров, в некоторые кафешки прям народ в очередях стоит, чтобы сесть. Мы, в общем, устали сидеть дома. У нас каждый день дожди, солнышка практически нет. Мы сидим дома, работаем целыми днями, либо не работаем, но просто сидим дома. И сегодня мы решили съездить в мини-путешествие на юг острова, посмотреть пляжи, которые мы не видели 1,5 года. Вот, там очень красивые виды, поэтому и вас возьмем с нами и все покажем. Очень классно, что есть это стекло, но от дождя классно защищает и от всякого песка, пыли, которая летит с дороги, когда мы едем на большой скорости. И тут все время грех, его как будто мы зимой и находимся в России. Блин, как блогеры таскают камеру эту, и тяжело в руке держать. Хотя я снимаю с телефона, он вроде бы легкий, но прям рука устает в таком положении. Надеюсь, что скоро у меня появится камера, которая будет легонькая, и ее будет удобно брать с собой. Нам ехать примерно полчаса, может быть минут 40. Вот, поэтому немножко покажу кусочек дороги. Мы в 3 минутах езды живем от так называемой объездной дороги, которая соединяет все районы. Вот, поэтому мы вот 3 минутки и все, и мы выехали уже на большую трассу. Это район Джимбара. Мы здесь жили в прошлый раз. После Семенника и Ченгу, конечно, он кажется лютой деревней. Вот это кафе, в котором мы все время ужинали в 2020 году. К сожалению, оно закрыто. Так же, как и большой супермаркет. И, кстати, именно здесь мы видели шпаков, когда они еще были женаты и были вместе. Очень удобно, что мы на байке, мы можем спокойно пробку объезжать сбоку по обочине и не стоять, потому что, во-первых, жарко стоять, во-вторых, в принципе, жалко времени столько. И вот мы так либо по тротуару прямо, либо вот тут по обочине объезжаем. Ну все, теперь мы заезжаем в деревеньку на Буките, где мы останавливались тоже в 2020 году. Тут очень тихо, спокойно, как в селе в каком-то, и много-много зелени. Приехали на пляж. Будет вставочка, как он называется, потому что я просмотрела. Мы здесь уже были, здесь классная смотровая площадка. Вы просто посмотрите. У русской девочки увидели, что она шлемы вот так вот закрывает на байке, потому что они у нас не влазят в этот багажник. Ну, посмотрим, оставим так. Конечно, дернуть можно при желании и спереть. Но хотя бы тут, пока мы рядышком, пускай так висят, потому что тут с руля они могут упасть, с этого сиденья тоже. Балийское творчество. Пляж Баланган. Отлив. Открылись все камушки. Народу никого. Только местные рыбачат. Очень много мусора. Блин, как вообще жалко природу. Поедем, съездим туда, там гольф-клуб находится. В общем, неинтересно. Грязно, делать тут нечего. Тут кафешки, в которых никто не кушает, потому что нет туристов. Едем дальше. Вход на пляж Баланган стоит... нисколько не стоит. Donation мы оставили 2000. 2000 это 10 рублей. А раньше тут была куча народу, люди серфили, купались. Сейчас вообще никого, вот просто никого. Тут пятерки всякие расположены. На самом деле видно, что отели пустуют, туристов нет.
В общем, мы проехали по всем пляжам, проголодались, пригнали в Варунг. Мы здесь уже когда-то были, здесь очень дешево, очень вкусно. Цены очень-очень-очень бюджетные. Местная лапшичка вкусненькая. Умножаем на 5, чтобы узнать цену в рублях. Мы взяли салат с морепродуктами. Так, взяли том-ям и один кокос на двоих. Сладкий, классный вкус. Ну что, нам принесли салат с морепродуктами. Тут очень много авокадо, красивые клеточки. Кирилл уже не удержался, одну съел, сказал, что вкусное. И мы решили попробовать взять снова том-ям, потому что когда-то мы его здесь пробовали, он был очень вкусный. Давайте попробуем вместе. Попросили no spicy, сделали no spicy. Прикольно. Что-то только я не вижу с морепродуктов особо, он как будто просто овощной. А нет, вот она креветочка. Вкусненький супчик. Так, много здесь начинки. Что у Кирилла креветку. Вкусненько, правда? Каким он у нас ходит? На зебру похож. Пляж Гиггер, если я правильно говорю. Мы на нем уже были в 2020 году. Он такой без волн, подходит для отдыха с детками. Красивый, с белым песочком, мягоньким. Сегодня купаемся на пляже Мелостин. Здесь мы еще в этом году не были. Тут очень красивый бережок, белый песочек, но он такой каменистый, ножки немножко больно. Водичка голубая. Классно, что волны разбиваются еще где-то там, и сюда волны уже не сильные доходят. Но на данный момент так, сейчас, я так понимаю, прилив. Как в другое время, я не знаю. Позади меня классный бич-клаб находится. Надо туда съездить обязательно. Мы просто выбираем место, где отдохнуть в следующие выходные. Вчера я этот бич-клаб просматривала. Там красиво очень. Там инфинити бассейн, музычка играет, все так стильно, дорого, богато. Вот. И вот там еще один бич-клаб построили, его раньше не было. Волны, смотрите, какие волны. Класс вообще. Вот там по дороге мы спускались. Она такая, как по серпантину. Въезд на пляж стоит 22 тысячи. Сколько это в рублях? 111 рублей за байк и двоих человек. Хочу камеру, хочу снимать, потому что в воде не боятся за телефон. Вот так приходится держать руки вверх, чтобы, не дай бог, не уронить, потому что в нем вся моя жизнь, вся работа. Я вообще не представляю, каково это остаться без телефона. Вот. Ну, кстати, там такие тучи. Уже, наверное, минут 40-50 собирается дождь, но никак не разродится. И это очень хорошо, потому что мы не хотим под дождем ехать домой. Но туча вот это вообще не проходит. Мы ехали сюда минут 30, она за нами, мы от нее, она за нами. Вот, и сейчас она не прекращается, но нас даже порадовала немножко солнышком погода. Мы успели немножко пофоткаться, так что, надеюсь, дождь не начнется. Дождь.
Еще хотела сказать, что меня уже начинает подбешивать, что нас постоянно фотографируют. Вот реально не вру. От того, что мы белые, на просто в лицо ржать могут, там типа как вообще ненормальные. Могут снимать на телефон, делая вид, что они не знают, как Кирилл говорит, связь как будто бы ловят. Вот, но неприятно на самом деле. Бывают люди, кто просто подходит и говорят, можно типа сфотографироваться. Но я, если честно, всем говорю нет, потому что, ну, хрен знает, что они потом с этими фотографиями делают, зачем им белые люди на фотографии, я не понимаю. Вот, а некоторые прямо так вскрыто из-под тишка по-крысиному фотку. Бесит, вообще бесит. Там вот наверху есть виллы, вот бы там пожить. Видите, какой вид потрясающий оттуда открывается. Вообще. Песочек прям крупный. И вот прям вот такие камушки на пляже лежат. Поэтому ножками тут аккуратнее надо ходить, лучше в шлепах. А так песок как манка.